Всем привет! Сегодня будет видео о том, как играть на миду, что собирать на большинстве магов, каких магов пикать и что вообще в принципе надо делать. И я покажу вам пару своих игр из соло-ранга, и я надеюсь, вам это поможет. Приятного просмотра! Основная задача мидера в разных играх всегда разная. Есть мидеры, которые саппорты, а есть мидеры, которые там лейткоры. И возьмем более сначала саппортящих мидеров, таких как, например, Виксана, да? Ну, это самый банальный легкий пример Виксана. На таком герое, как Виксана, максимум, что вы можете, это всегда бегать с командой. Надо бегать в начале игры с роумером, как-то помогать роумеру дойти до черепахи, там, до второй минуты спокойно дожить, не умирать на миду. Самая главная роль вообще, самая главная задача на миду, вообще главное не умирать, ну, как в принципе на любой другой роли, и стараться доджить ганги. И на любом мидере надо взаимодействовать с роумером первые несколько минут и лесником. То есть у вас вот эта троица, самое главное на миду, то, как вы перемещаетесь. Очень важно апнуть 4-й левел к черепахе, потому что файт на черепахе один из важнейших, потому что сейчас мета старта, и тот, кто выигрывает старт, зачастую в большинстве случаев выигрывает лейт. И первая, вторая черепаха для этого самые важные объекты. Абсолютно на любом мидере, будь то кор, будь то саппорт, надо собирать антихил. Это 100%, это даже не обговаривается. Почти в каждом пике, в 99% из 100 нужен антихил, потому что против вас будет или какой-нибудь боец, который хилится, или какой-нибудь стрелок, который хилится, да, и тот же в лесу какой-нибудь Леоморт, там, Суё и так далее и тому подобное. Это я еще не беру в учет то, что там в ранге иногда пикается роумер, который хилит. Вкратце говоря, апайте четверку на миду, до четверки у вас полное взаимодействие с роумером, то есть вы вместе там пушите пачку, первую пачку спушили, там сместились под вазон, если ваш лесник хочет, начинается файт на вазоне. Там его отыгрываете. Потом вторую пачку запушили, по ситуации смотрите, если лесник фармит лес, спокойно просто держите позиции под лесником, чтобы к нему в лес не зашли. Если у вас мид слабее, дефайте чуть что его лес. Это вот первая-вторая пачка. Если же у вас мид сильнее, после первой пачки можно драться не на вазоне, а пойти и попытаться во вражеский лес, если ваша троица этого хочет. Я не знаю, может вы в трипле играете, может фулкой. Если вы соло, то там подстраивайтесь, не знаю, как получится. И если захотите инвейдить, идите инвейдите во вражеский лес, там на одного крипочка тоже плюс. Главное не умереть, просто так бесплатно не получать урон ни за что до того, как вы пойдете в лес. И быть осторожным, потому что в лесу во вражеском 20% больше урона получаете. После второй пачки также занимаете позиции под лесника, если он куда-то хочет выйти. Вы втроем, лесник, миди, роумер, например, лесник хочет выйти в мид, занимайте позиции под его кустом, например, чтобы подготовиться к файту, так сказать. Не тратьте кнопки просто так в никуда. Да, если это какая-нибудь if, у которой кнопка там первый скилл 3 секунды КД, пожалуйста. Но если это какая-нибудь, я не знаю, возьмем Валентина, у которой второй скилл 12-11 секунд КД в начале, просто так его отдавать не стоит, потому что если в течение 5 секунд там придет лесник, будет тяжело. Если ничего такого не происходит, спокойно доходите до черепахи, и на черепахе уже держите позицию подальше, чуть-чуть не агрессивно. Тоже зависит от пика. Если у вас какая-нибудь, опять же, Валентина возьмем, очень сильный герой на первых левелах, первые 4 левела, то можно чуть-чуть агрессивничать, потому что у вас есть второй скилл, чтобы быстро поменять позицию. Вот. Но такие мидеры, например, как Виксана, да, возьмем, у нее вообще нет эскейпа, у нее есть только станчик, продлевать контроль, и стоите за каким-нибудь своим тиммейтом или рядом, который там застанет, и вы этот контроль продлите, и, может быть, взорвете человека, по которому сыграете все вместе. Вот.
Так как у вас мидер соло убить почти невозможно ни на каком мидере. Малое количество мидеров может соло убить. Только какая-нибудь там Фаша Люна, Кадита на 4-х левелах. Но опять же, это могут легко задоджить, поэтому надо смотреть, чтобы просто так в пустоту не отдать кнопки. Вот, поэтому взаимодействуйте с командой, делайте все вместе, роумер, лесник, эксповик на черепахе. Вот, держите позиционку, чтобы не умирать, и все. Дальше по игре, там, до 5-й минуты уже может к вам стягиваться потихоньку какой-нибудь голдовик, делить с вами пачки. Ничего страшного, это уже норма вещей, и не надо там переживать, что у вас меньше фарма, это нормально, вы мидер. У вас главное антихил будет ко второй черепахе, и все. Вот. Если без происшествий доходите до второй черепахи, то же самое в целом с командой взаимодействуете. Но вот этот промежуток между первой и второй черепахой, там уже все ситуативно. Если вы выиграли, вы можете там фаст мид делать, куда-то идти гангать. Да, особенно если это какой-то мобильный герой. Возьмем ту же Фашу. Вы, например, с роумером быстренько пачку на миду зачистили. Не надо там на миду холдить, пытаться зонить от крипов. Уже не надо. Просто запушили быстренько, пошли там на голду, на экспу, где легче будет килл придумать. И там, если кто-то агрессивно играет, особенно на, вот, например, на голде, кто-нибудь агрессивно играет, фаст мид сделали, пошли на голду быстренько, наказали за агрессию, возможно, убили, если повезло, если там СС не дали и так далее и тому подобное. Потом потихоньку двигаемся ко второй черепахе. На второй черепахе уже, возможно, будет файт 5 на 5, там уже как отыграете. Подвернулся случай, на какой-нибудь там Кимме видите, кто-то отдал прыжок, там, или что-то такое, вы на Киме можете ульту зарядить, там, флик выбить, тоже хорошо. Или там, поймать еще лучше, опять же. Но это тяжело, и тут как чувствуете. Дальше по игре просто фармите уже. Начинается после 5-й минуты стадия, когда роумер в основном бегает с АДК. И возьмем, например, что у вас в лесу убийца. Ситуация, что у вас в лесу убийца. Если брать командную игру, то эксповик отдает лайн убийце. Если у меня эксповик там какой-нибудь танк, а в лесу убийца, да, возьмем Уранус на экспе, вы начинаете бегать с Уранусом, то есть он к вам стягивается в мид, вы что-то делаете, занимаете какие-то позиции, лесник забирает себе сайд-лейн, фармит, и вы играете там 4+1. То есть роумер плюс АДК, вы плюс эксповик, вы больше вместе вчетвером в какой-то момент соединяетесь, когда пачки пушите. Если лесник говорит, что хочет заинвейтить, очевидно, вы все вместе идете инвейтить, если того позволяет ситуация. Вот, больше бегаете. И, XPX становится вашим, так сказать, роумером, который вам кустик откроет, поможет и так далее и тому подобное. Поделит с вами фарм. Если же у вас лесник, танк, на экспе дамагер, очевидно, эксповик остается на лайне, дальше там сплитит, пушит и так далее, стягивает на себя какой-то акцент, внимание. И в какой-то момент вы можете остаться один на миду. Надо там, можете пойти помочь леснику забрать побыстрее лес, чтобы он стянулся к вам в мид, чтобы вы там вместе мид-пачку запушили, куда-то пошли, там соединились с другой двойкой, может там тавер спушили, если получится, если того позволяет ситуация. Какой-то файт, может, у вас там будет. На магии в основном главное с кем-то синергировать, потому что в одиночку вы вообще никто, зовут вас никак, вы ничего не можете в одиночку. Итак, по ходу игры играете, доходит до лордов, и в целом задача не меняется, вы точно так же потихоньку как-то наносите урон, не подставляетесь под скиллы, фолловите тиммейтов, стоите там где-то в задней средней линии, но никак не в передней. И все, и на этом все задачи магов закончены. Тир-лист персов на мид. В игре есть, очевидно, сильнейший мидер, Жусинь, безоговорочный топ-1, сильнее всех на миду, герой, который может стоять впереди, герой, который выбивает много внимания, наносит много урона, есть эскейп, урон вообще все есть, просто сильнейший герой. Топ-1 безоговорочно. Топ-2, я думаю, идет, делят Ив Валентина, там, по ситуации, если у Валентина есть какие-то невероятные ультимейты,
а Валентина в большинстве случаев может даже оказаться лучше Ив. Но в среднем, если брать в любой пик, то Ив тоже очень довольно хороший герой. Поставим топ-2, топ-3, Валентина, Ив. Топ-4 это Цзетянь. Довольно хороший саппорт. Очень большой рейндж. Наверное, сильнейший ультимейт в игре. Массовый. Так что тут даже особо говорить нечего. Но позиционку на ней тяжело держать, поэтому да. И топ-5 возьмем Кимми. Кимми, которая может выполнять много функций, таких как саппорт в начале, так и в лейте может становиться кором, одним из главных, потому что у нее бесконечный урон, у которого нету там какого-то КД. Но опять же, это я назвал героев для фулки, да. Если брать в соло-ранге, там соло, дуо, трио, если вы играете там триплой, и у вас там тройка, да, знаете, лесник, роумер, саппорт, зависит то, какую функцию вы хотите выполнять. Если вы там хотите быть full саппортом под там своего лесника плюс роумера, если у вас лесник, да, знаете, какой-то там супер лейткор, то важно быть саппортом. Это опять же Жусинь, это какая-нибудь Валентина, это может быть Кадита, это может быть такая Фаша тоже. Но Фаша довольно тяжелый герой в исполнении, очень хороший герой. Вот. Если вы хотите быть кором на миду, одни из лучших коров это Кимми. Да, вначале она слабенькая, но... Ну как, она не слабенькая, но она вначале не кор, не так много урона имеет. Но особенно, очевидно, в лейте очень много урона. Люнокс довольно хороший вариант, особенно если против вас нету станов. Берите, пожалуйста. Особенно самое главное, чтобы у вас был станчик тоже. Но это не обязательно, но это очень большой приятный бонус. Если у вас там, знаете, с Люной какая-нибудь Калея, вы там в дуо, Люна, Калея, мид, очень-очень серьезный претендент на победу будет этот мид. Потому что там, ну, очевидно, комба, Калея тянет, Люна темную нажимает, взрывает любой таргет почти. Кимми, Люна, кто еще из скоров может быть? Я бы сказал Навария, но Навария очень тяжелый перс в исполнении и довольно-таки слабый в начале. Если вас задавят, вы можете проиграть. И не факт, если вы задавите, что вы можете выиграть, потому что ваши тиммейты, если начнут ошибаться, Навария не тот герой, который может взять и убить всех. У нее все-таки один выстрел. Вот, по одной цели и там ждать и ждать. Из саппортов, прям саппортов, очень хороший Фарамис, да, знаете, против какого-нибудь Глу взять. Если вы там фулки, например, против Глу Фарамис прекрасен. Против Калея какой-нибудь, тоже Калея же популярный герой, да, знаете, там Калея прыгнула в кого-то, потянула, вы ультанули на тиммейта, например, лесника. Лесник может специально подставиться, Фарамис ультанет, все, сосейвил, файт начался, там дальше уже не важно, что будет, уже не от Фарамиса больше зависит. Вот. Но свою задачу Фарамис в плане сейва выполняет хорошо. Просто выключит такого героя, как Калею. Вот. В большинстве случаев Валентину бы я назвал очень-очень хорошим героем в соло, дуо, трио, потому что всегда пикают какие-то ультимейты, которые можно взять. И очень такой маг, довольно сильный сейчас. Мало того, что мобильный, кнопки мало кдэшится, так еще и урона много. Как бы хороший претендент на то, чтобы быть одним из лучших. Вот. Я думаю, вам хватит этих героев, чтобы побеждать. Опять же, назовем их всех снова. Жусинь, Ив, Валентина, Цзетянь, Кимми, Люна, Фаша. Это прям стандарт, так сказать. Все остальное дальше по ситуации, такие как Фарамис, да, Навария, Луи. Как понять, какой мидер нужен? Если вы играете соло, постарайтесь быть где-то внизу, там, знаете, там 4-5 пик, чтобы посмотреть вражеский пик. Посмотрите, чтобы у вас не было контрпика на миду и контрпика в лесу. Знаете, вот возьмем какую-нибудь Фашу, чтобы у вас против вас на Фаше не было какой-нибудь Жусинь, плюс возьмем Хаябуса, да, в лесу.
чтобы вас два героя просто не контрили, потому что как вы будете свободно перемещаться, например, на той же фаше. Это если вы играете там соло, потому что ну, вы ни на кого не рассчитываете, вы рассчитываете только на себя, хотите как-то по большей части за свой счет выиграть игру, то надо посмотреть большую часть вражеского пика, там найти слабости этого пика. В основном на мид. Это значит, что на мид никакой саппорт не пикается, только если Жусинь. Ну, Жусинь это саппорт, переходящий в Кора. Вот. Она просто супер универсал. Но такого героя не отдают, опять же. На выбор у вас будет какая-нибудь Ив, Люна, Кимми, Фаша, возможно, Лои, но очень тяжело. Вот. Это герои, которые в начале не слабые, которые в лейте вообще не слабые, вот, и на которых можно выигрывать игру. Цитянь тоже довольно хороший вариант, все-таки она в лейте очень много дамажит. Да, вообще в любой стадии игры она много дамажит, но зависит от того, как вы играете. Так что смотрите на то, какие пики против вас, чтобы вас просто так легко не убивали. И все. Если там вы хотите взять Ив, смотрите, чтобы против вас не было там убийцы в лесу, который легко до вас добирается. Например, Фанни. Чистейший контрпик. Против Фанни на Ив вы вообще сделать ничего не можете. Вот. Против Фанни лучше взять какого-нибудь или героя со станом, или мобильного героя. Типа со станом героя возьму даже Эйдора. Эйдора очень хороший пик против Фанни, на самом деле, но на Эйдоре в целом тяжело играть. Но если у вас будет благоприятный мид, то есть вражеский роумер плюс маг будут не такие сильные против Эйдоры, возьмем там какая-нибудь Виксана плюс роумер, я не знаю, Рафа какая-нибудь, да, это прям вообще загнул, но все же. И там Фанни в лесу, да вы можете спокойно Эйдору пикнуть и все. А саппортов мид можно пикать только в том случае, если у вас какой-нибудь кор жесткий в пати есть. Например, АДК у вас в пати, в которого вы прям люто верите, и вам надо ему засаппортить. То есть вы фаст мид делаете, идете к нему гангаете, чтобы его не убили. Не то, чтобы гангаете и прям убили врага, вражеского АДК. Нет, вы больше сейвите своего АДК, чтобы он спокойно фармил, и он там нафармит, с вами пачки будет делить, а вы будете там его на миду ждать, проводить его обратно на лайн, типа чисто няньками быть, и вот только в таком случае саппорт пикается, если под кого-то можно быть нянькой, в кого вы верите. Абсолютно на любом мидере, абсолютно на каждом, в 99% случаев, первым слотом покупается антихил. После антихила на многих магах все идет ситуативно. На ком-то это могут быть крылья для того, чтобы больше жить. На ком-то это может быть молнии для большего урона. Например, на Валентине всегда после антихила я собираю молнии. На Ив после антихила я в основном собираю крылья. На Цзитянь после антихила я собираю молнии. У Кимми, ну Кимми такой отдельный случай. У Кимми после антихила идет пронзайка. Если у вас нет какого-нибудь грэнджера в команде. Если у вас есть грэнджер в команде, который соберет пронзайку, то на Кимми можете также антихил, крылья, проник. Вот. Ну и все. Да, то есть или антихил молнии, или антихил крылья. Зависит от мага, ситуации в игре и то, как вы чувствуете. И третьим слотом в основном идет проник, потому что уже там у какого-нибудь роумера XP давно сияйка, и по ним урона нету, и как будто их уже как-то надо пробивать, и для этого нужен проник. Собирайте проник третьим. После проника уже идет все ситуативно на каждом маге. На ком-то это может быть кристалл. Если у вас очень хорошая игра, перефарм, собирайте кристалл. Если вас очень часто могут поймать, вам надо много кнопок задоджить, и вам не хватает одного флика или очища, четвертым слотом собирайте заморозку. На героях, на которых вы собрали крылья вторым, вы можете подумать о том, чтобы купить молнии четвертым, потому что довольно хороший буст по урону будет. На ласт слот, опять же, тоже ситуативно, если вы собрали кристалл, и у вас еще нет заморозки, соберите заморозку, лишним не будет, у вас урона уже уйма. Если вам заморозка не нужна, соберите любой слот
там на дамаг. Я не знаю, вообще абсолютно любой. Но лучше всего заморозку. Примерно 99% случаев заморозка будет полезна. Если вы собрали 4-м заморозку, на последний слот, тоже зависит от фарма. Если у вас фарма мало, соберите молнии, если у вас нету молнии. Билды особо не отличаются на магах, примерно на всех магах такой билд. Там есть отдельные случаи, конечно, такие как магию, которым нужна книга. Например, та же Лои, да, возьмем Лои. Вы там собрали антихил первым, соберете книгу вторым, проник третьим, а 4-м крылья какие-нибудь, потому что там повыживать надо как-нибудь. И на ласт слот вы можете купить что угодно. Хоть заморозку для выживания. Если вы спокойно живете и вам нужно больше урона, кристалл, молнии, уже на ваш выбор. Если там много танков, которых прям там 3 танка, давай возьмем в лесу на экспе и роум. Бабочки, пожалуйста, все приветствуется. Ну и все, больше нечего собирать. Вот игра на Валентине. Я взял Валентину после того, как увидел Лилию. Валентина с ультой Лилии очень-очень сильный герой. Прям один из сильнейших. Вы можете очень сильно агрессировать. Поначалу, вот видите, я захожу в куст, я не иду агрессировать, я дал 1-1. Валентина на 1-м левеле довольно слабый герой. Но мои противники на меня как-то не особо бычат. Поэтому я спокойно забираю пачку, все. После того, как я апнул 2-й левел, я знаю, что я могу чуть-чуть поагрессировать и сразу отойти. Все, у меня КД кнопок. Дать пару тычек, потому что я знаю, что у меня за это ничего не будет. И все. То есть вот, я взял контроль над левыми кустами, мы спокойно забрали вазон. И человек подставился, мы его убили, все. У меня скиллы в КД, я сразу чуть отошел. Буду зонить Лилию. Мы вдвоем на миду остались, поэтому там, если лесник что-то будет делать с вражеским лесником в его лесу, то уже без меня. Чуть-чуть подставился, сразу отойти. Еще отцепку. Не знаю зачем. Вот. Если вас вот так продамажили сильно, чуть-чуть постойте, посмотрите. Вот я вижу, что Гвина стягивается, поэтому я сразу бегу вперед. Да, там Ачич выбило, все. Добили. Это, конечно, неожиданно и приятно. Даже с таким хп вы можете остаться в миду, быстро запушить пачечку и на базу. Инста. Тут еще облачка, я знаю, что я всегда успею. Тут я больше действую соло, потому что вот я играю соло, я ни на кого не рассчитываю, только на себя одного. Поэтому все зависит тут от меня. Я понимаю, что там в кусту кто-то может быть, я вижу, как Линк бежит, поэтому я захожу вместе с ним. Если бы там никого не было, ну, у меня есть тиммейтов, то я бы так не заходил. 4-й левел апнул, взял сразу ульту Лилии, и там на боте какой-то кипиш. Да, хотелось бы файт на черепахе, потому что на нем я был бы невероятно сильный, но захотел кипиш. Я слишком агрессивно пошел, да, не хватило чуть-чуть урона по Пладангу, я мог сразу пытаться отойти, но нет, меня за такое наказали. То есть, опять же, слишком сильно поагрессировал. Но ничего страшного. Дальше играем по фарму. Все хорошо у нас, у врагов. Тут, кстати, исключительная игра, в которой антихил не нужен, поэтому не собираем. Тут я сразу не пушу мид, потому что я жду, пока пачки столкнутся. И там 6 крипов будут вместе, чтобы я за один прокаст их шотнул. Вот. Там какой-то кипиш на синем. Я не знаю, слишком далеко, я не хочу туда подключаться. Только вот как-то со стороны обхожу. Прям не думал, что они там сильно будут агрессировать. Всегда беру ульт Лилии. И вот тут, так как там 2 типов убили, я могу агрессивно пушить пачку и агрессивно себя вести. Знаю, что меня за это не накажут. Так вот, держу мид, кусты. Мне пока ничего не надо. Хотел сыграть по Лилии. Она не подходит, не подставляется. Все. Я не отдаю все кнопки сразу. Видите, там, эти прыжки, они тоже КД долго имеют, поэтому просто так отдавать их нельзя. Ждите подходящего момента. Или для того, чтобы уйти, или для того, чтобы зафоловить. И все. Осторожно стоите на миду. То есть вот я увидел, Карина начала уходить. Я дальше пошел занимать. Вот так вот я могу заходить в куст. И это не только потому, что Линк, но и потому, что
Я как герой сильнее Лилии. Просто на миду. Я сильнее 1 на 1. Вот осторожно держите позиционку сбоку, где-то там сзади, спереди, где угодно стоите. Главное, чтобы вас не били. Там, пока файт идет, но вы тоже скиллы даете. Вот. Я не могу куда-то сместиться, что-то сделать сейчас, поэтому остаюсь в миду, проверяю кусты. Ну, держу, точнее, кусты. Так, чуть-чуть поукнул. Вторые вот не отдаю, потому что если я отдам вторые, Лилия просто нажмет ульту, и я за это умру. Просто чуть-чуть поукнули, один первый дали, все, хватит. Вот тут можно было загулять, но я сразу отхожу. Вот почему Валентина очень хороший герой. Ты можешь там на себя подбайтить внимание, вот забайтить под себя, что-то сделать. Вот тут можно сразу Чонгу помочь, но я не достаю. Все. Я скиллы отдал, мне нечего дальше бежать. Я возвращаюсь на мидпачку, потому что фарм терять тоже не хочется. Фарм очень важная вещь. В общем, вот итог игры. Вот такой билд у меня получился. Сапог я собираю в основном на Макдев, на Валентине, потому что герой довольно имеет маленький рейндж скиллов, надо близко подходить, и вас может всегда какой-то контроль зацепить. Такой билд получился, потому что антихил в этой игре не понадобился, эксповик, роумер, лесник не хилятся, и стрелок не какой-то клауд, который тоже очень много хилится. Да, керри может много хилиться, но у меня очень хороший герой против керри. Не совершайте такие ошибки, как я, как вот в начале этой игры, когда я пошел через тавр агрессировать, думая, что я самый сильный герой в игре. Вот то, о чем я говорил, это всего лишь маг. Я один, да, там лоу хпшного типа добил, и все. Я еще и умер за это. Я там слишком в себя поверил, и так делать не надо. Можете, забираете килл, уходите. Не можете, ну, не повезло. Что поделать. Вот. Но в основном, видите, я взаимодействую с командой как-то там. Я вижу, что Линк подходит под меня, я иду. Я вижу, что там Гвина там прыгает рядышком, я иду. То есть все вместе. Соло я практически ничего не делал. Тут я пикнул Наварию. В этой игре я пикнул Наварию, видите, на 4-й пик. Просто захотелось мне пикнуть Наварию, я был уверен в себе, то есть не по какой-то там причине. Но я еще увидел, что у меня старт лесник, то есть Суё. Не особо большая вера у меня в плинта, и я решил поиграть на коре. Вот. В самом начале я помогаю леснику, все-таки у меня мидер довольно слабый. Если я ему помогу забрать баф, он выйдет на мид после этого быстренько, будет очень даже хорошо. Пачечку надо забрать, вот Куфра, видите, он не понимает, что пачку надо забрать. Если бы он сразу спушил пак, я бы не потерял столько хп. Потихонечку на Наварии пушим пак, особо много ничего сделать не можем. Суё, вот из-за того, что я ему помог, он еще меня знает, он мне довольно часто решил помогать на этой карте. Мы вместе делаем какой-то движ, Париж. Вот. Да, Навария вначале тоже не самый слабый перс, но можешь это. Вот. Я ему начал сетапить синебаф, потому что мы только что убили лесника, он успеет его забрать, потому что я довольно много урона вношу и помогаю ему его забрать. Он забрал, все. Он дальше пошел агрессировать, а я так далеко не могу. То есть вот этот второй отдал, если бы на него пошли, то Люна бы умерла. Ну, он тут переагрессировался, ничего не взять. Вот, тут я попытался попасть по Люне, но вижу, не получилось. Мне не обязательно пушить так пачку. Я эту Люну зоню. Как минимум стараюсь. Угадать, где она, я не могу, не смог. Минус тоже помогает. Вот. Пачку я не пушу, потому что мне она не надо. Если там застопят под тавером, будет плохо. Мы апнули 4-й левел, там Люна была лоу хп. Я тоже не особо. Я вижу, что Суё набивает черепаху. Сразу я начал инста ему помогать. Хоть какой-то урон я внес. Быстро забрали черепаху. Все, можно... Дальше можно фаст пушить мид каждый раз. Теперь вам не надо там пачку стопить или что-то еще. Вот тут братик стянулся. Дальше просто фаст пушим мид каждый раз. И все. В этой игре, очевидно, первым слотом у меня идет антихил и ничего больше. Вот я вижу Суё, я вижу, что он собирается там гангануть Люну. И под его станчик я даю свой второй скилл. Тут можно было просто выстрелить пачку и пойти куда-нибудь, но я хотел попробовать
попасть по линии, но не получилось. Опять же, даю ульт. Конечно, не попал вторым. Позорно. Но этот ульт больше подсуешь, чтобы все его скиллы по двоим людям попадали. И все. Дальше вторым скиллом просто даю вижен, полиаморду. Мне больше делать нечего. Я мог пойти на топ, попробовать убить керри, но это маленький шанс, поэтому можете сделать так, можете дать вижен по вражескому леснику, тоже хорошо. Если команда этим будет пользоваться, это вообще прекрасно. Вот опять же, фаст-мид сделали, тучи сгущаются на топе, помогли и обратно на мид. Нечего застаиваться на топе, вот пачка подходит. Опять же, ее быстренько спушить можно, но опять тучи сгущаются на топе, разворот. Ладно, мид-пачка, у меня и Суё смещается, и я могу помочь. Увидели Леоморта, убили. Все. Тут я захотел дальше убить керри. У меня вроде появился антихил, да. Главное вот это попадание, и это попадание обеспечивает то, что мы хотим убить эту керри. Вот. Я стою с этой стороны, чтобы если она пошла налево, я ее закрывал. Не попал шот, если попал, керри бы умерла. Это уже дальше отрегенили ресурсы, идем в мид обратно. Пачку запушить, куда-то пойти, пачку запушить, куда-то пойти. То есть я могу это делать один, но одному надо быть осторожным. Могу это делать с кем-то, но со мной никто не делает. И все. Смещаюсь под лайн, тут просто чисто пофармить. Ничего более, никого-то гангануть. У меня уже тиммейт умер. На топе тавера нету, там делать нечего. Поэтому просто нахожу фарм. Все-таки на Наварии я кор, не саппорт. И в первую очередь я играю на себя. Тут если бы было попадание, было бы приятно, но нет. Тут опять же какой-то кипиш на топе. Поэтому смещаемся под топ все вместе. Я вижу врагов, даю ульт. У меня тут Хуфра рядом. Я вижу, что он там захочет кого-то убить. То есть Минос сразу умирает, в него даже стрелять смысла нету. Надо пытаться уже стрелять по задним целям. Не, конечно, на Верочку можно стрельнуть в Миноса, забрать килл. Да, но типа, он умирает и так. Стоит 100, по нему даже стрелять не надо. Идем дальше, долго не застаиваемся везде. Везде летаем. Чуть-чуть вот держим позицию, чтобы близко не подходить. Боимся. На Наварии важно часто двигать камеру, смотреть, что где. Вот этот второй, я прочекал вот эти два куста. Вижу, что никого нет, что все смещаются под бот. Но там уже Суё умер. Если бы он нас чуть-чуть подождал, может быть, мы бы... Ну, он бы не умер, и мы бы спокойно выиграли файт. Мы и так спокойно выиграли файт. Но тут долго не застаиваемся, идем сразу в мид. Мид-тавер упал. Вазончик можно забрать, потому что маны не так много на Наварии. Вот. Опять мид-пачку запушить, куда-то пойти. Если делать на карте нечего, просто пофармить. Вот на топе у меня, например, союзников нету. Тут вот керри я боюсь, но она меня вообще не ожидает. Дал, попал. Тут я был уверен, что на керри братик может и не увернется от ульта, или как, ой, от выстрела под ультом. Возможно, он бы отдал флик просто и выжил бы. Я на это рассчитывал. Ну, хорошо. Вот. После этого пачку запушить, куда-то пойти опять же. Так как я играю соло, я не рассчитываю, что я с кем-то комбиниться буду. Поэтому делаю действия, которые зависят только от меня. Лорда забирают, у меня там сверху были тиммейты, поэтому я не кидал второй сюда никуда, потому что вижен и так был. Я прочекал куз B9 уже для себя, для информации, потому что я хочу мид-пачку запушить безопасно и уйти. То есть самое главное наша безопасность. Второй я заряжал под, так сказать, хуфру. Когда вы видите, что хуфра заряжается, можете там ульт под него постелить и так далее и тому подобное. Выстрел дать. Хуфра заряжался, я подумал, он прыгнет, дал ульту. Не повезло, я уже без ульта, поэтому особо как-то не заходим. Первый на адзон даем, сразу отходим. Видите, я не покажу близко на Наварии. Стоим, ждем момента какого-нибудь. Керри на стрипе не поймал. Вот. И зонимся от файта. Иначе бы умер вместе со всеми.
Дальше чуть-чуть понаглею, тут остаюсь, потому что вот тут вот можно оставаться в этом кусте, потому что есть стрелочка, и если вы знаете, что вы уйдете, ну, уходите. Чуть-чуть наглею, знаю, что Леоморд без ульта, пытаюсь у него крипа забрать, какой-то импакт наносить в любом случае. Мид надо дефать, но один я боюсь, дал ульту там на адзон. С этим метавром я вообще уже прощался, потому что если бы пошли все вместе, я бы никак не задефил. Но получилось как получилось, еще их фрауш успел подойти. Вот, вазон в итоге не забрал. Дальше вот для информации чекаете кусты, увидели, что никого тут нету, потихонечку занимаете, идете вперед. Четвертый тоже никого нету, и второй уже для пуша крипов. По фарму видите, я топ-1, антихил есть. Кристалл третьим, потому что у меня слишком много фарма, я слишком верю в себя. Вот. Тут выстрел тоже. Как минимум, чтобы прочекать кусты. Вот тут сзади меня обошли, убили, но за это должны все умирать. Потерял позиционку, я увидел только одну Валентину, и меня, конечно, сзади могли закрыть, поэтому надо было держаться чуть-чуть левее. И в итоге вот, казалось бы, вы топ-1 фарм, у вас все хорошо, но общий фарм равный, потому что как команда действуем мы плохо, то есть как пятерка. У нас никаких командных особо действий жестких нету, поэтому игра тяжелая. Поэтому и соло на маге побеждать очень тяжело. Если бы у вас такой фарм был на каком-нибудь стрелке, вы бы уже, может, выиграли игру сами. Потихонечку чекаем кусты вторым скиллом. Опять же, вот, дефаем. Храму ульт нажать, ой, первый нажать. Его убили бы. Но тут начался файт. Опять же, ульту постелили под файт. Держите позиционку сзади. Смотрите ситуацию, оцениваете. Пытаетесь поймать на стрейфе каком-то, на чем-то еще. Вот. И все, собственно. Это, ну, весь геймплей на аварии. Дальше мид отпушили, идем на лорда. На объекте ничего такого не произошло, потому что мы все умерли. Быстро дефаете лорда, сразу смещайтесь мид. Потерять мид Т3, ой, Т1 очень не хочется, это очень важный тавер, он дает много спейса. То есть противники смогут проходить вот тут спокойно, как-то обходить, если вы потеряете Т1. Дальше, когда есть вижен, можете чуть-чуть расстреливать, чуть-чуть наносить урон. Главное не заигрываться. Два куста проверил, никого, значит слева должны быть люди. Сразу туда ульт поставил. Клин, к сожалению, умер. Меня тут гнали, но я смог выжить. По билду дальше идет у меня проник. И после проника сейчас я буду собирать крылья. По-моему, крылья для выживания. Или бабочки, я не помню. Или бабочки для урона. Опять же, люди поставились. Сразу выстрел, потом ульта. И сразу отхожу. Потому что у меня все в КД. То, что там кто-то как-то умрет, это не моя вина. Я уже дал выстрел, я дал ульту, я дал первый. Я отдал все свои скиллы. Жду новые. Главное ими попадать. Потом дальше потихонечку навешиваю антихил, выстрел, антихил, там первым скиллом выстрел. Опять же, опять какой-то файт навязался, снова ульт, снова сзади всех стою, выстрел. Главное им попасть. Попадаешь, урон какой-то наносишь, все. Тиммейтам своим помогаешь, как ты пытаешься. В общем, вот такая катка получилась. Собрал бабочки последним, потому что, видите, там 3 Афины купили. Еще минус хилит по КД, Леоморд жирный, Валя фулл танк. Нужны бабочки против такого количества жира. Урон, сами видите, на экране. И все. Чуть что, у меня деньги есть. Готовьте перезакуп, когда денег очень много. Там, бессмертие. Вместо последнего слота какого-нибудь или какого-нибудь ненужного слота, который не нужен будет прямо сейчас. В целом вся игра на наварии, вы просто стоите сзади, стреляете второй, первый, второй, первый, второй, первый, там ульт под команду, потому что вам ульт не особо много профита дает, и все. Но это опять же кор маг, где я бегал, фармил и искал для себя плюсы.
а не так много помогал команде. Так, ну и все. На этом видосик подходит к концу. Надеюсь, вся эта информация была полезна для вас и поможет вам в поднятии вашего рейтинга, хоть как-то в поднятии вашего скилла на миду. Так что спасибо, что смотрели. Заходите в соцсети, подписывайтесь, наблюдайте и болейте за Team Spirit.